Zbliżamy się już do katedry katolickiej w Moskwie. Ten kościół, ta katedra jest związana z Polakami, z polską kulturą. Tak, na wprost mamy wejście do katedry. Tutaj po obu stronach są sklepiki, także sprzedawane są kulicze, jak widać. A tutaj wierni już odchodzą. Przed chwilą nastąpiło poświęcenie potraw i będzie się zbierać kolejna grupa osób. Wy możemy поговорить немножко, вы немножко на польском говорите, да? Так, wszystko rozumiem, nie umiem dokładnie powiedzieć, przepraszam. А откуда у вас польский язык? А почему? Mój ojciec Poляk, babcia moja wychowywała syna grafa Potockiego. Ja urodziłam się w Białorusi, Grodno. Stąd przyjechала. Вот так. А польский, ну вы тогда, а сейчас меньше, наверное, говорите, да? Да, просто нету круга общения. А вообще в Польше была, ездила на экскурсии в Гродно, в Кракове, в Величке, в Варшаве, в Щетине, в Гданьске. Вот. Польша, мы жили почти на границе с Польшей. Польский язык бабушка разговаривала. Бабушка знала немецкий, французский, польский. Мама отца. А мама моя уродилась здесь, в Калининской области, в Тверской губернии. Для вас, наверное... Два языка родные. Вот и польский, и российский. Так что этот собор, вы как приходите... Я сюда прихожанка этого собора. Вы тоже это такой культурный, да, для вас и польский язык немножко, наверное? Да. Есть еще польская группа «Едность». Встречаемся раз в квартал. Там пани Кристина ведет вот эту группу. Вот. И по воскресеньям обычно хожу на службу, по мере возможности. Живу недалеко, Алексеевский район. А скажите, что еще принесли в корзинке, если вам удобно рассказать? Колбаска домашняя пекла, сама пекла, куличики, соль, яйца. Куличики пеку сама. И все, конечно, сами, да? Потому что много можно купить на самом деле. Нет, ну уже в моем возрасте, мне 75 лет, уже покупать как-то уже пора научиться самой делать. Можно спросить, с кем завтра будете как раз принимать пищу? Пищу я буду принимать, надеюсь, с внуками. С внуками. Так, дочка у меня в Геленджике, брат в Железнодорожном. Возможно, брат придет. И моя близкая коллежанка. Коллежанка. Да. Поэтому польский для меня это родной язык. Будем говорить так. Но вы между собой, наверное, на русском, да, на общаетесь? русском. Потому что уже удобно. Муж у меня был православный, поэтому нас крестили в костеле. Я и 4 брата у меня было всех, но один остался. Всех крестили в костеле. Своих детей крестила в церкви. И то крестила мама тихонечко, потому что, были коммунисты, муж был коммунистом, были другие времена. В костел нам ходить в школе запрещали. У нас военный поселок под Гродно, церковь и костел рядышком находились. Даже и синагога была, но ее уже закрыли. Вот, поэтому для меня католичество это важно. Ponieważ. Tak что z праздником was i спасибо za rozmowę. Спасибо. Z wami miło przywitać wszystkich i w przeddzień Wielkiej Paschy. Więc jestem Ormianinem, tak? Nazywam się ojciec Petros Jesajan i w Polsce studiowałem 9 lat w Lublinie. Przedtem w nowicjacie księży Marianów jeszcze w Skurcu. Także Polskę i świętej pamięci księdza Tadeusza Isakowicza i obecnego księdza profesora i prałata Józefa Naumowicza bardzo dobrze znam i wspólnotę Ormian polskich także, a pracuję już tutaj od 10 lat w Moskwie dla Ormian katolików. Sam pochodzę, urodzony jestem w Baku, w Azerbejdżanie, ale później w związku z tragicznymi, powiedzmy, wydarzeniami 1988 roku, rzezią Ormian w Baku i w Sumgaicie,
uciekliśmy na Białoruś i potem ja później studiowałem właśnie w Polsce w Zgromadzeniu Księży Marianów w Lublinie. Aha, czyli jak rozumiem, Ormianie, tak jak ludzie no, mający to samo pochodzenie, mogą mieć różne wierzenia. Niektórzy Ormianie są jakby w tradycji katolickiej, tak? I tutaj jest organizowana msza właśnie dla tych Ormian, a są także Ormianie, którzy są w tym obrzędzie, powiedzmy, no, apostolskim, tak? W kościele Nie, ormiańskim. Obrządek jest ten sam. Aha. Są, powiedzmy, dwie wspólnoty. Większość Ormian należy do kościoła apostolskiego, właśnie do kościoła, do jurysdykcji kościoła apostolskiego niezwiązanego z Rzymem. I jest część, ponad 10%, od 10 do 12% Ormian katolickich, którzy mają ten sam obrządek, tę samą tradycję liturgiczną, a są w jedności z Kościołem katolickim, z papieżem, z Ojcem Świętym, mają własnego patriarchę katolikosa w Bejrucie, mają swój synod biskupów i całą swoją tradycję liturgiczną, właśnie do której należy. I tutaj jest mnóstwo Ormian katolików w Moskwie także, są też w Polsce, których serdecznie pozdrawiam, a tutaj właśnie za chwilę będziemy uczestniczyli w liturgii paschalnej. Tak. Rozumiem. Także dwa kościoły tej samej tradycji, jeden w jedności z Rzymem i drugi bez. Aha, to jest wszystko bardzo ciekawe, ja sam nie za dobrze się orientuję, ale to świetne miejsce, żeby więcej się na ten temat dowiedzieć. A jeszcze jakby ksiądz dodał, czy tutaj przychodzą osoby Polacy albo polskiego pochodzenia? Oczywiście, że przychodzą. Ja osobiście jestem bardzo zaprzyjaźniony z Polską, to jest kawał mojego serca i kawał mojego życia, historii, ale też przychodzą do ambasady, ale przychodzą Polacy na msze polskie, są msze po polsku odprawiane w katedrze. Tak jest? Oczywiście, że tak. No i my Ormianie z Polską zawsze byliśmy. Naprawdę historia Ormian polskich z Lwowa jeszcze jest bardzo ciekawa i bardzo, bym powiedział, ciasno związana, tak blisko jesteśmy, te dwa narody ciągle uciemiężone, ciągle walczące o własną tożsamość i niezależność, są przez to sobie bliskie. I Ormianie byli jedynym narodem w Polsce, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy od króla Polski otrzymali prawo własnego rządu, być, powiedzmy, żyć własnym samorządu, o tak. I byliśmy właśnie jedyną grupą etniczną w Polsce. Świetnie, bardzo dziękuję za wywiad i wszystkiego dobrego na święta wielkanocne. Dziękuję i nawzajem. Chrystus zmartwychwstał. Была необходимость хотя бы раз в год исповедоваться и посещаться апостольской. Вы услышали, что я по-польски говорю, да? Вы сами учили польский или как вы узнали? Ну так, немножко, получается, сколько? Наверное, месяц или сколько там, 2 отходили на курсы. А почему у вас связь с Польшей или желание учить польский? Ну, потому что я ходил на польский месяц, министрантом был, и надо было какую-то базу узнать, выучить. А почему сюда пришли быть министрантом? Я понимаю, тут... Я пришел сюда с 10 лет, министрант я здесь. Кто-то вас, родители, привели? Получается, или у меня мама крестилась здесь, и поэтому она, нас с папой водила. Мама католичка, наверное, с лет 30, вот так вот. Ага. А расскажите, это очень интересно, почему она католичка, почему вот эта традиция или какие-то у нее связи с Польшей, не знаю, вот это очень интересно. С Польшей нету связей никаких, но сюда ее, видимо, прислал Господь Бог. Ну вот да, так вот. понимаю. Получается, мы с папой православные с детства, но я решил, что мне здесь ближе. Ага. И вы в семье празднуете обычно 2 Пасхи, да? Ну, получается, да, потому что у нас бабушка, да, считает, тоже православная, которая как раз и, ну, не ходит в основном в церковь, но соблюдает традиции. Вот, А какие большие такие разницы в блюдах, в символике, или с такой стороны, как вы на это смотрите? Честно, вот насчет Пасхи я не замечал различий, но... Много похожего, да, в том смысле? Ну да, а на Рождество в основном у нас мясо, колбасы такие вот, ну такой ягненок стоит, а в православном такого нет. Но в основном православную Пасху мы так и не празднуем, Рождество мы не празднуем. Же министрант, да, здесь? Получается, да. Ага. Да. Понял. И сейчас будет священие, да? Сейчас, да, придет скоро. Ага, хорошо, отлично, спасибо. Освящение праздничных блюд – это давний обычай церкви, он напоминает нам о
истине, которую святой апостол Павел выразил такими словами: «Идите, или вы пьете, или что другое делаете, все совершайте во славу Божию». Скажите, где ваша корзинка? Вот, Вот две. две эти корзинки. И что у вас? Тут яйца, да? Да, ну это пасхальные яйца. Яблоко? Пасхальные. Яблоко, да, там у меня творожное масло пасхальное, здесь мясо. Это вместо кулича, потому что я аллергик, мне можно только так. Это как... Под кулич сделано. под кулич. Но на самом деле это пончики, но просто я, к сожалению, другое не могу. Ага, и да. как для вас имеет это значение, символика, да? Вы Ну, так конечно, это стараетесь, да? пасхальная символика, это все пасхальная символика, да. Ага. Потому что... Ну и плюс то, что на самом деле упоминается в самих молитвах, потому что, ну, например, мясо упоминается, что освящаются колбасы. Ага. Поэтому вот мясо есть. Ага. Вот, а остальное, да, ну... Можно спросить, вы русская, которая католичка, да? Да, вы, да. И вы как близко? Вы часто сюда приходите или иногда, если можно спросить? Ну, на самом деле, я, к сожалению, прихожу реже, чем хотелось бы, потому что у нас по Москве очень мало храмов вы далеко католических. живете, да? Я живу далеко, да. Поэтому не всегда у меня есть возможность приехать. У нас, к сожалению, очень неудобно расположено, нас всего 3. Ага. Так вот, кто А более-менее... можете сказать, почему вы стали католичкой? ну, Уже у нас- большинство православных, да? Да, большинство православных. Я тоже была крещена в православие, но я была крещена, когда просто в 90-е годы все кинулись в религию. Потому что в 90-х это все, естественно, не было распространено. Вот, ну, я была маленькая была. Вот, поэтому родители решили, что вот надо. И вот где-то вот они меня в детстве покрестили в православие. Но у меня в душе всегда лежал католицизм. Поэтому... А как это когда- началось? Как это Просто вот, я не знаю, это как через всю жизнь шло. такое ощущение, То есть да? мне просто это было ощущение, да, то есть мне всегда это было ближе. Мне хотелось вот этого, и я очень еще расстраивалась, что... Ну, я думала, что нельзя перейти. Вот. А потом в какой-то момент, было, кстати, очень удивительное дело, потому что я знала, что у нас есть храм этот в Москве. Ну вот, и я один раз просыпаюсь, уж как раз примерно был вот апрель, вот, ты понимаешь, мне туда хочется. Вот прям все что угодно я хочу в этот храм. Вот, я сюда пришла, это была Страстная пятница. Мы прошли крестный ход, вот, и я пошла уже разговаривать, и мне сказали, а в чем проблема, можно пройти катехизацию и перейти. Все, я отходила в катехизацию и перешла. То есть это уже сознательный выбор был. Вот. Понимаю. Так что вот так, да, такая вот prazdnikiem was. история. Спасибо вас тоже. Pokażę wam teraz wnętrze kościoła w Wielką Sobotę w języku ormiańskim. Իր Աստծուն, նավի վրաց եղած կարասին գծեցին ծովը, որպեսզի նվազեցնեն վտանգը իրենցից։ Իսկ Հովնան իջել էր նավի մի խորշը, ճորն ասաց իր ընկերոջը. Եկեք վիճակցենք և իմանանք, թե ով պատճառով են այս չարիքները պատահում մեզ։ Որ ժողովրդից, ասաց նրանց. Ես Տիրոջ տաղանը